Итак, чтобы пришить ноги, нам надо сначала найти перпендикуляр. Я его нашла. Вот знаете, где-то, вот где заканчивается выточка, вот эта выточка, мы идем сюда и вот здесь ставим точечки. Здесь у нас пойдут в шов. Никогда не попадайте иголкой, иначе он распустится и будет дырка. Значит, вот здесь у нас будут, ну, сколько сейчас, сколько у нас здесь? Миллиметра 3 в одну сторону и миллиметра 3 в другую сторону. Итого 7. 3,5 где-то миллиметра. Ну, 3. В принципе, 3. Так, вот сюда чуть поближе. Сюда чуть подальше. Так, дальше берем ноги. У ног мы тоже отмеряем. Где-то, ну, давайте 1,5 отмерим. 1,5. И здесь 1,5. Я ровно посерединке отмерила. Теперь нам нужно проткнуть. Вот так вот проткнули. А тут и так дырка осталась. Видите, дырка. Теперь, значит, у нас получается... Ай! Простите, извините. Не перепутать, самое главное, внутреннюю часть с внешней. Значит, внутри у нас идут махонькие, где-то вот так по 2,5 миллиметра от средней точки. А снаружи у нас пойдет, а ведь наоборот, друзья мои. Наоборот, все, я вас запутала. Подождите. Сделали дырку. Вот дырка вот тут посередине будет. Смотрите, значит, где маленькое у нас расстояние, это у нас будет здесь пуговица. Угу. А внутри у нас будет расстояние по 5 миллиметров, чтобы нам с вами ножки сделать косолапенькие. По 5 миллиметров. Вот, разобрались. Так, это у нас внутрь, это у нас снаружи. Что такое? Опять запуталась. Все правильно. И тут у нас, видите, как загадочно все. Ой, можно без линейки это все делать. Я вам сказала, значит, по 2,5 миллиметра. Так, о, поехали. Теперь иголочка. Вот у меня такая тоненькая, но она входит в пуговицу. Самая хорошая новость. Другие иголки в пуговицу не входят, в это ушко. Искать сейчас другие иголки не могу, времени нет, поэтому начнем такой тонкой, главное ее не сломать. Поехали. Значит, входим в ногу и выходим в дырочку, которую наметили. Не дырочку, а как это назвать-то, товарищи? Это в отмеченную отметину. Так, вводим в пуговицу, снова в пуговицу и снова в эту отметку. А здесь у нас уже отметка идет 5 миллиметров. Вот сюда мы заходим, чтобы ничего не перекрутилось. Так, ай, затянула рано. Теперь нам надо вот в эту нитку, в этот узелок войти. Что ж ты так? Войти, это значит не в сам узелок войти, а вот в нитку в эту пополам ее вот так вот раскрыть. Нет, ну это ж надо же. Вот. Раскрыть ее и сюда воткнуть иголку. И затянуть. То есть это у нас с вами узелок такой хороший такой. Лишнее срезать. Лишнее это значит не узел срезать, а усики, которые торчат. Так, хорошо закрутили пуговку, зацепили, вернее, и пошли теперь в тело. Тело это где у нас спинка. Мы с этой стороны идем. Теперь главное выйти в нужном месте. Нужное место. Сейчас
Сейчас попадем. Сейчас мы в него попадем. Ну, почти попали. Так. Дальше берем следующую ногу. Что там такое? Следующую ногу. Входим в дырочку, выходим в другой дырочке. Надеваем пуговку. Проходим назад через пуговку. И выходим в ноге в другую дырочку. Так. Так, теперь пуговку раскрутили, иначе она такая закрученная останется. И идем назад в тело, в дырочку. И выходим вот здесь, вот где у нас отметина. Иголка все время идет не туда. Слишком она тонкая. Главное никого не перекрутить. Так, пришли. Теперь, видите, как ноги болтаются? Так они не должны болтаться. Сейчас мы опять в эту же дырочку в ноге идем и в пуговицу выходим. Пуговицу вышли, и можно даже потянуть. Потянуть, а так вот потянуть. Угу. Дальше заходим опять в пуговицу и выходим вот здесь в ногу. Сейчас я выйду в ногу. Как бы выйти теперь? Сейчас. Эх, иголка очень острая. Выше. Можно по второму кругу пройтись. Сейчас я попробую, посмотрю, как это. Так, кладем куклу и тянем. Если не порвется нитка, это хорошо. Тогда можно будет остановиться на одном кругу. Если порвется, вот так вот. То есть ноги у нас должны быть очень-очень плотно посажены. Вот, тогда они у нас будут смотреть вот так вот. Угу. Так, теперь, девочки, смотрите. Так как кукла игровая, мы никуда не можем вывести эту иголку с ниткой. Мы ее можем только завязать прямо на ноге. Сейчас мы ее замотаем. И сделаем узелок. Главное не подцепить ткань, ногу. Завязали. Так, ну все. И можно выйти в теле где-нибудь этой иголкой. И срезать. Сильно-сильно потянуть и срезать. Этот кусочек туда забрать. Так, ну вот такой у нас получается человек. Человек, я вам хочу сказать, получается 21 сантиметр. Ростик 21 сантиметр. Дальше пришиваем руки.
Вот так вот где-то как-то без пуговиц, просто пришиваем. Вот где плечики у нас. Можно той же иголочкой с ниточкой. Делаем зацепочку. А давайте сначала сделаем эти пальчики на ручках. Для этого нам нужна ниточка с иголочкой телесного цвета. В принципе, такого же цвета, как и ткань. Смотрите, я беру двойную нитку. Вот она двойная, без узелка. Теперь вставляем ее в ушко. Два конца вставляем в ушко. И без, видите, тут у меня какой получился кончик. Без узелка мы вводим в пальчик, в руку. Вот так вводим в руку. Выводим с другой стороны. И идем назад, отступив миллиметр. Сюда же в пальчик и заходим в эту петельку. И затягиваем. Так у нас получился с вами узелок без узелка. Дальше перекидываем нитку, заходим в эту точку и идем, чуть-чуть смещаемся на средний пальчик. Вот так разделили на 3 части, да? Я не буду вам рисовать. На 3 части разделили руку и зашли, затянули. Дальше опять перекинули веревочку, ниточку. Опять зашли и к мизинчику ушли. Пополам уже разделили вот это расстояние. Затянули и дальше пришли к мизинчику. А мизинчик я делаю вот так. Вышли, опять к мизинчику вышли. Вот так. И вот сюда же ушли, чтобы у нас нитка эта осталась только на месте. И опять вошли в мизинчик. И вот тут его затянули. У нас получился такой вот мизинчик. Вот такой вот маленький, хорошенький мизинчик. Дальше делаем узелок. Маленький такой. И уходим куда-нибудь в шовчик туда вон. Вот такая у нас получилась ладошка. Одна рука готова. Теперь вторую руку делаем. Вот вторая рука. У нас уже здесь нет этого вот узелка. Теперь мы его будем делать так. Начнем с мизинчика тогда, чтобы нам сделать узелок. Оставляем небольшой кусочек нитки и идем сюда, заходим. Опачки, не прошел фокус-покус. Ладно, сделаем махонький узелок без махров. Взяла узелок, срезала. Так, начнем с мизинчика. И чтобы нам этот узел был не виден, мы сейчас его обыграем. Так, и в эту же дырочку зайдем. Сделаем вот такую вот штуку с мизинчиком. Дальше идем в средний палец. И в указательный. Делаем узелок. Выходим ниточкой. И так у нас получились ручки. Мы их теперь пришиваем сюда, цепляем за руку,
входим в нее. Заходим в плечо, выходим с другой стороны в плечо. Цепляем руку и идем назад. В шов не попадайте. Рядом со швом с одной стороны и с другой стороны. И опять в руку уходим. Там, где у нас был узелок. Застряла. Так, теперь можно потянуть. Еще потянуть. И завязать узел. А узел мы завязываем вот так. Входим туда. И вытягиваем здесь. Получился узел. Лучше выйти где-нибудь под рукой. Ладно, не выходит под рукой. Вот такое получилось у нас тело. Голова, уши еще сделаем перед тем, как будем приклеивать волосы. Человек готов.